Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео продолжает тему самых странных существ на планете, и на очереди насекомые. Мало у кого насекомые вызывают положительные эмоции. В основном даже наоборот, это страх и отвращение. Особенно к тараканам. Особенно у себя дома. Ладно еще встретить их на улице, окей, пусть ползут. Но дома, встретившись с насекомым, многие инстинктивно снимают тапочек и целятся. Кто узнал себя? Сегодня расскажем вам про насекомых, про самых странных и необычных их представителей. Ловите удивительную двадцатку. Поехали! Гусеница-клоун. Такая милая и смешная с виду гусеница довольно опасна. На ее теле находятся мелкие ядовитые иголки с токсичной жидкостью, которые похожи на небольшие кисточки. В случае опасности гусеница-клоун ощетинивается и становится похожа на кактус с колючими иголками. Эта гусеница с яркой расцветкой обитает в Аргентине, Уругвае, Южной Бразилии и Парагвае. Водяной клоп белостома. Еще одно весьма неприятное насекомое – клоп. А этот еще и гигантский, вырастает до 17 сантиметров в длину. Это странное существо – идеальный папа. Он носит свое потомство в виде яиц на спине. Обитают водяные клопы в Азии и Америке. Рационом клопа служат небольшие лягушки, черви, рыбы и даже мелкие черепахи. Сначала они парализуют жертву ядом, затем высасывают всю жидкость из тела. Укус клопа довольно болезненный. Этот вид клопов сегодня находится под угрозой исчезновения. Жук-геркулес. Эти жуки одни из самых крупных на планете. Самцы крупнее самок. Длина их тела составляет около 16 сантиметров, у самок 8 сантиметров. Главная особенность этих жуков – огромный рог с зубцами на голове и еще один на спине у самцов. У самок такие рога отсутствуют. После спаривания самка находит подходящее место, чтобы отложить яйца. Обычно это гнилые деревья. Самка способна отложить до 100 яиц. Мотылек-атлас. Эту огромную бабочку можно встретить в лесах Южно-Восточной Азии. Размах крыльев самки атласа достигает 28 сантиметров. Полностью раскрытые крылья похожи на морду змеи и служат некой защитой и маскировкой. Эти бабочки совсем не опасны для человека, они не ядовиты и даже не имеют рта. Живут совсем недолго, 2 недели. Эти насекомые не едят и не пьют вообще, они только откладывают как можно больше яиц. Гигантский длинноногий кузнечик. Самый крупный из кузнечиков, который отлично маскируется. Крылья этих насекомых практически не отличить от листьев. На самом деле это насекомое имеет больше общего со сверчками, чем с кузнечиками. Обитают они в Малайзии в тропических лесах. Длина тела кузнечиков около 15 сантиметров. Имея длинные ноги, эти насекомые практически не прыгают, они предпочитают неспешно передвигаться. В поисках пищи кузнечики используют свои усики, питаются в основном растениями, реже мелкими насекомыми. Муравей-панда. По своему внешнему виду и раскраске очень похожи на панд, за что и получили такое название. Обитают на территории Южной Америки. Эти мелкие муравьи в длину всего 8 мм. Живут муравьи-панды большими колониями, питаются нектаром и ведут в основном ночной образ жизни. На самом деле эти насекомые – это осы-немки. Самки не имеют крыльев и похожи на муравьев. У них довольно опасные и болезненные укусы, способные убить даже корову. Суринамская фонарница или бабочка-крокодил. Весьма необычное зрелище – миниатюрный крокодил, ползущий по дереву. Свое название насекомое получило благодаря схожести профиля на морду крокодила. Вырастает в длину до 9 сантиметров. Обитает бабочка в тропических лесах Южной и Центральной Америки и в Мексике. На ее крыльях для отпугивания хищников расположены ложные глаза. Скорпионовая муха. Необычное существо, напоминающее мутанта, смесь осы и скорпиона. Название свое получило из-за схожести с жалом скорпиона. На самом же деле это не жало, а орган размножения насекомого. Самцы его используют, чтобы удерживать самок. Эти насекомые обитают по всему миру и являются очень древними обитателями планеты. Они жили на Земле еще до динозавров. Ученые считают, что именно скорпионовая муха была прародителем современных бабочек и мотыльков. Питаются скорпионницы насекомыми. Розовая кленовая бабочка. Необычная мохнатая бабочка с красивым розово-желтым окрасом обитает на территории Северной Америки. Эти насекомые весьма миниатюрные. Размах крыльев около 25 мм.
ведут ночной образ жизни, питаются разными видами клена. Это мохнатое насекомое выглядит очень мило и больше напоминает мягкую игрушку. Австралийский мотылек. Не очень симпатичное существо и довольно пугающее. Его фото и видео в интернете не на шутку взбудоражило пользователей, которые приняли это насекомое за мутанта. На самом деле его щупальцы — это полые трубы большого размера, которые покрыты ворсинками. Они необходимы самцам для привлечения самок. С их помощью мотылек распространяет феромоны. Разноцветная радужная саранча. Радужная саранча обитает на Мадагаскаре и очень опасна. Природа придумала интересный способ защиты для этих насекомых. Они питаются ядовитыми растениями, которые для них не опасны. Впитывая яд растений, саранча становится смертельно опасной для всех, кто попытается на нее охотиться, ведь она пропитана смертельным ядом. Радужная саранча имеет довольно крупные размеры, до 10 сантиметров. Бабочка-бражник колибри. Необычное название насекомое получило благодаря своему неординарному внешнему виду. Оно и в самом деле похоже на птичку колибри, а встретиться с ним можно даже на территории России. Бражник из всего своего семейства меньше всех похож на бабочку. В полете он выглядит точно как колибри и питается нектаром. Этот вид бражников, в отличие от многих других, ведет дневной образ жизни, перелетая с одного цветка на другой. Гусеница гарпии. Удивительная и необычная гусеница вырастает в длину до 8 сантиметров. Красочная расцветка гусеницы просто завораживает. Насекомое имеет зеленый окрас с фиолетовым пятном на спине и розовой мордой. При опасности гусеница надувает тело, поднимает его вверх, голову втягивает и поднимает вверх 2 черно-красных отростка на хвосте. Еще гусеница выпрыскивает на врага едкую, не ядовитую жидкость. Красный бархатный муравей или оса-немка. Несмотря на свое название и удивительную схожесть с муравьями, эти насекомые на самом деле являются бескрылыми осами. При любой угрозе и опасности осы готовы атаковать своего противника болезненным жалом. Их яд довольно сильный и токсичный. Именно поэтому насекомые получили прозвище «убийцы коров». Хотя на самом деле он не способен вызвать смерть млекопитающих. Принадлежат к отряду перепончатоногих. Обитают в южных степных районах. Вырастают до 3 сантиметров. Самки меньше самцов, не имеют крыльев. Эти осы не строят своих гнезд, они паразитируют в гнездах других насекомых. Гусеница-змея. Эта гусеница просто мастер маскировки. В случае опасности она раздувает переднюю часть тела и становится настоящей змеей. Еще большей схожести гусеницы со змеей придает ее зеленый цвет тела. Встретить это уникальное насекомое можно в Латинской Америке в тропических лесах. Гусеница-змея — это одна из стадий развития моли. Дровосек-титан. Огромное насекомое и самый крупный жук на Земле может достигать до 22 сантиметров в длину, но средняя длина его тела 13-15 сантиметров. Только представьте, жук, который больше женской ладони. Естественно, его внушительные размеры пугают большинство людей, но он совсем не опасный для человека. Этот гигант ведет ночной образ жизни, а повстречать его можно во влажных лесах Амазонки. Богомол — цветок дьявола. Насекомое, напоминающее орхидею и обитающее среди орхидей. Этот богомол считается одним из самых крупных видов богомолов. Насекомое прячется среди цветов и поджидает свою добычу. Богомолы имитируют своим видом цветок, таким образом привлекая к себе ничего не подозревающих насекомых. Если же возле богомола окажется крупный хищник, он расправляет свои крылья и старается подняться как можно выше, чтобы казаться еще больше. Самки этих богомолов имеют длину тела до 13 сантиметров. Этих насекомых можно встретить в Таиланде, Индии, Малайзии. Жук-трилобит. Насекомые принадлежат к отряду жесткокрылых. Жук-трилобит считается родственником божьих коровок и светлячков, но выглядит совсем не так мило. Самки вырастают до 9 сантиметров и больше похожи на личинок. Самцы же достигают всего 1 сантиметра в длину. Яркий окрас помогает им избегать нападения птиц. В случае опасности жуки часто притворяются мертвыми. Кокетка.
Удивительный внешний вид этого существа поражает. Эта мохнатая гусеница полностью покрыта волосками и скорее похожа на маленького милого зверька. Ее еще в шутку называют гусеницей Дональд Трамп из-за схожести с прической бывшего американского президента. Тем не менее, это милое существо скрывает шипы с токсичным ядом, который может вызвать недомогание, высыпание или ожоги на теле человека. Бразильская горбатка. Бразильская горбатка отличается необычными выростами на спине, абсолютно разных форм. Это могут быть гребни, стрелы, рога, шипы, шары с иглами. Иногда размеры таких выростов бывают даже больше самих насекомых. Из-за своих причудливых форм насекомые напоминают пришельцев. Все эти выросты разных форм и размеров помогают горбатке отпугивать хищников. Природа решила, что чем уродливее и необычнее выглядит насекомое, тем больше у него шансов на спасение. Этим и пользуются горбатки. Горбатка является дальним родственником цикад и распространена по всему земному шару, кроме Антарктиды. Это был наш топ-20 самых странных и необычных насекомых на планете. Какое впечатлило вас больше всех? Может быть, о существовании кого-то из нашего списка вы даже не знали? Пишите в комментариях и ставьте лайк, если видео вам понравилось. Жмите на колокольчик и до новых встреч на канале Фактограф.